Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Поговорим в этом ролике о штроборезах. Штроборез может быть либо такого типа, ручной, фирма Worrell. Ручной штроборез, ручка, держишься и пошел шкрябать. Лезвие заточено с двух сторон. И с этой стороны. То есть, достаточно удобный инструмент, приводимый в работу мускульной силой человека. Хорошая вещь, но достаточно медленная. Вещь также незаменимая на стройке. Есть электрический штроборез. Электрический штроборез фирмы Krown ST13525-125. Что по нему скажу? Это, по сути, болгарка с адаптером. Верхняя ручка. Я думаю, что даже можно снять этот адаптер и использовать его как болгарку. Шпилька вкручена. Шпилька имеет внутренний шестигранник. Я так понимаю, она просто может выкрутиться и использоваться штроборез как обычная болгарка. Что сказать по этой вещице? Если в целом вещь хорошая, к чему я начал про штроборезы говорить? Потому что периметр уже закрыт. У меня 11 ряд с оконными перемычками дверными пройден. У меня товарищ тоже построился уже. Он все штробы производил с помощью ручного штробореза. Если меня не обманывает память, периметр в одну борозну, в одну штробу, борозду или борозну. И так вроде правильно. У него за рабочий день он делал одну штробу. С ручным штроборезом 2 штробы, если особенно помощник есть, значительно быстрее, за 2 часа. Понятно, чем выше, тем сложнее, но если особенно внизу, где что простробить, либо на стене, моментально. Можно ли обойтись без электрического штробореза? Безусловно. Вот ручной штроборез, все можно сделать. Также можно обойтись и без мотоблока, а садить картошку под лопату. Никаких проблем. Не особо тут характеристиками не буду увлекаться. Максимальная глубина пропила 3 сантиметра, 29 миллиметров. Ширину не помню, надо сейчас посмотреть. Из минусов этого штробореза фирмы Krown. Покупал я его давно, очень, года 3 назад. Опять же, по той же акции, как и было в ОМе, когда за фишки давали 25% скидки. Первый минус. Сломался через метр после работы. Только начал резать, перестал работать. Отвез обратно на гарантийный ремонт. Месяц ремонтировали. Я не знаю, там, видно, запчасти напрямую с Китая заказывали. Сгорел в гарантийном талоне описание, сгорел якорь, замена якоря. Очень долгий ремонт, гарантийный. Благо, что сделали, вроде работает. Это первый его минус. Второй минус. Это, во-первых, отсутствие блокировки, как у болгарки. Пиление постоянно нужно держать. Хоть ты изолентой заматывай. Нету блокировки. Третий момент. Здесь стоит плавный пуск. Хуже в жизни не видал плавных пусков. Он такой медленный, требуется секунд 5-7, чтобы он вышел на обороты. Сейчас я продемонстрирую. Больше 5 секунд требуется, чтобы запустить этот штроборез. Если начать раньше пилить, он даже не достигает оборотов. К примеру, не дождался, ты начал уже ввести его, он на этих заниженных оборотах и будет работать. Очень неудобно. В общем, это все. Можно ли обойтись без него? Можно ли нарезать шлиф машинкой? Можно. Можно ли делать все ручным штроборезом? Можно. Но с этой вещицей будет побыстрее все. Как ни крути, побыстрее, поудобнее. Есть пылеудаление. Пылеудаление, в принципе, не рабочее, потому что, когда ты блок пилишь, и если он блок сыроватый, оно просто выбрасывает обратно все на этот же блок. Пылеудаление здесь ерунда, но оно как бы и не мешает. В остальном болгарка с адаптером. Глубина и регулируется ширина. Сейчас я его соберу и продемонстрирую уже в собранном виде, как он выглядит. На шпильку одевается адаптер. И одевается первый диск. После одеваются регулировочные кольца. Каждое кольцо, наверное, миллиметров по 5. Получается всего раз, 2, 3, 4, 5, 6. 3 сантиметра шириной. 3 сантиметра глубиной и примерно 3 сантиметра шириной будет штроба. Опять же, это ширина, плюс еще добавьте, получается, 3,5 сантиметра примерно штроба будет шириной. Кстати, резьба здесь обратная, не как в болгарках, и крутить надо в обратную сторону. Забыл одеть диск. И зажимается все хитрым ключом с удлиненными хватами.
Вот так выглядит он в собранном виде. Плюс еще одевается сейчас защита. Сейчас определяем глубину реза. Ну, мне надо максимальная. Все, штроборез готов к работе. Рекомендовано резать, армировать газоблок на расстоянии около 6 сантиметров от края. И последний момент. Крайне неудобный короткий провод. Вот этот минус очень сильный, и надо после снятия гарантии снимать его к черту, менять на длинный провод. У меня гарантия кончилась, но времени нету. Потому придется сейчас выпендриваться с катушкой, чтобы нормально прорезать. Вот, все. Вот это вот, повторюсь, минусы. Короткий сетевой шнур, долгий ремонт. Неизвестно, откуда они запчасти эти заказывают. Очень долгий плавный пуск. 5-6 секунд до максимальных оборотов. По поводу армирования. Армировать нужно, потому что газоблок лежит на деформационном шве. И если какая-то трещинка пошла, то есть мало ли там что-то как-то, чтобы остановить трещину, ползущую по стене, для этого и создано армирование, придумано. 2 линии армирования по 6 сантиметров от края газоблока, и первый и каждый 3-й ряд. То есть я считаю, что армировать нужно, но вы как хотите. Высота у меня уже порядочная. Замеры сделаем. Почти 5 метров с лицевой части, с южной стороны, и 3 метра с внутренней. В идеале у этого штробореза метров 5, 6, 7, чтобы было сетевой шнур. Если я навернусь отсюда, блин, зато будет хоть видео на память, блин, полета, блин, навигатора. Фильм такой был. Режет он довольно быстро. Ну, конечно, в таких условиях работать. Вот когда внизу ногами ходишь, тогда легко. А тут сложновато. Ну, вот так вот сложновато получается на высоте, блин, качаешься. С будуна такую работу не рекомендую выполнять. Координация движения нужна. К высоте нужно привыкать, нужно посидеть, отдохнуть, посмотреть по сторонам, привыкнуть, чтобы вестибулярный аппарат у тебя заработал правильно. Ну, плавный пуск — это, конечно, полное говнище. Полное говнище в этом кровне, блин. Пока обороты наберет, плавный пуск нужен, но не такой. Он как в макете моей 90-20. Плавный пуск есть, все отлично. Быстро очень набирает обороты, при этом плавный пуск. Тут не плавный пуск, тут медленный пуск. Ради ролика придется не пилить назад, а идти назад. Не гавкай, так страшно, блин. Без твоего гавканья. Тихо. Если бы мне такую работу предложили на производстве, нахер бы послал всех. А тут, блин, сам лезешь. Я работаю на Полоцке на нафтане заводе слесарем. Слесарь-ремонтник. Слесарю. Мы работаем на эстакадах. И к высотам я, в принципе, уже привык. Но был у меня случай на заводе. По указанию начальника пошли мы на обход. Обход он не подразумевает под собой использование монтажных поясов предохранительных, а просто обход. И как бы была утечка в той части, где не было пешеходного трапа. Ну, пришлось лезть. А зима, ну, молодой, 20 мне было 3 года. Полез, поскользнулся, упал примерно плюс-минус, там, сказали, 6 метров. Сломал позвоночник, там компрессионный перелом позвонка был и перелом остистого отростка. 45 дней на вытяжке, 6 месяцев на больничном. Ну, сейчас не беспокоит, ну, долгая очень реабилитация была. А в этот же день, это была пятница, в этот же день мы должны были с супругой подавать заявление в ЗАГС. Такая потешная ситуация оказалась. Должны были вдвоем идти, в итоге супруга будущая, невеста пошла без меня давать заявление. А я в больнице лежал, уже на скорой привезли. Так что вот та же высота примерно. Ну вот долго, я после падения, я очень долго приходил в себя психологически. Я не знал, что у меня есть травма, понятия не имел. После выхода на работу, по прошествии 6 месяцев, я полез на эстакаду, и у меня руки начали неметь. Неметь в психологическом, не то что, а вот начали слабеть. И я думал, что у меня нету последствий каких-то там. Я даже не мог себе представить, что есть такие травмы психологические. Ну, у меня в 23 года какие там травмы? Я весь резиновый и бессмертный. Но полез на эстакаду, и я почувствовал, вот оно где.
И неожиданно, очень долго потом я отвыкал от этого. Приходил в себя, наверное, года 2 мне потребовалось, чтобы с большего вернуться в прежнее состояние. Но больше уже я такой дурью не занимался. И теперь я, что касательно работы на высоте, крайне щепетильно отношусь к этому и понапрасну не рискую. И что и вам советую. Также были у нас начальники, там, на меня, короче, скинули все. Ну, мне никто не посоветовал, ничего, я не знал, что надо себя вести, как и правильно писать объяснительные. По итогу в этом происшествии оказался виноват я. Ну, косвенно-то я, конечно, был виноват, что я полез-то. Ну, а с другой стороны, по исполнению, по устному распоряжению. Но, опять же, устное, не письменное. И доказать там что-то. Ну, неважно, в общем. Это было в прошлом, давно уже. Ну, по поводу, допустим, подачи в ЗАГС было потешно. Видно, не очень хотел. Хотя руки своей супруги, жены, невесты просил я сам. Тут, казалось бы, вроде сам прошу, а тут хоп, и решил не подавать заявление. Таким хитрым способом. Колени с ума сходят. Оттоптал колени. Проблема в этой работе, что как у меня ноги отдавливаешь, и если потом привстанешь, чтобы отдохнуть, чтобы кровообращение восстановить, то в глазах темнеет. А это опасно. Мышцы, вены передавливают. Половина работы сделана. Останется еще потом выломать. Ну, это ерунда. Вот выламывать это железкой этой. Вставляю, щелк, пошел. Изнутри главное вставлять. Не снаружи врез, а изнутри. И ломать в эту сторону. Все равно до конца от всех последствий своего падения я так и не избавился. И никогда не избавлюсь. Страх высоты остался. Не сильный, но присутствует. А возможно, он стал нормальным. Инстинкт начал работать. До этого казалось, что все иначе, что ты бессмертный. Вот таким штроборезом прорезали мы 2 штробы за условно 2 часа. Да, наверное, поменьше даже будет. Так, получается у нас 15 и 2 по 12. Погрешности, ну, грубо 54 метра, 2 штробы. Соответственно, 108 метров. Штробы я прошелся за менее 2 часов. Ну, а дальше просто. И вот получается уже готовая штроба шириной где-то 3 сантиметра с небольшим. Глубиной больше 3 сантиметров, потому что газобетон выламывается не прямоугольно, а с волной. С небольшой волной еще добавляет в глубине 3 сантиметра еще примерно полсантиметра, где-то даже почти сантиметр. Если не устраивает, где-то, допустим, плохо отломалось газобетон, тогда уже просто ручным штроборезом дорабатываете. И желательно я прохожусь всегда мойкой высокого давления, вымываю штробы мойкой, либо еще чем-то, чтобы обеспылить и почистить канавки эти, чтобы последующий клей лучше схватывался со штробой и создавал именно рабочее армирование. Подытожим. По штроборезу Кроуна. Кроун профессионал. 1,5 киловатта двигатель. Что-то я сомневаюсь, что у него 1,5 киловатта, потому что вязнет. На газобетоне он вязнет. Я не знаю, если им бетон штробить. Плавный пуск – это какое-то издевательство. Он реально выводит из себя своим, пока он раскрутится. Это из минусов. Короткий сетевой шнур, слабый двигатель. Написано 1,5 киловатта. Я не верю, что здесь 1,5 киловатта. Ну, может быть, хорошо. Пускай даже 1,5 киловатта. Тогда для него мало 1,5 киловатта. Ему бы под 2 киловатта нужен двигатель. Хотя даже на вид
стоит, как вот разве в месяц сюда 1,5 киловатта двигатель. Взять бошевский киловаттник, вот это у меня был 850 ватт, вот взять бошевский киловаттник, 850 ватт. По размеру почти то же самое. Ну вот сходил я к соседу, вот, чтобы подтвердить свои догадки. И вот по размеру, вот киловаттная болгарка. И рядом 1,5 киловаттная якобы от Кровна. По-моему, даже такие когда-то штаны были. Джинсы, по-моему, Кровны. Ну вот я не знаю. Ну, в общем, 1,5 киловатта здесь как-то слабо верится, что они сюда вместили 1,5 киловатт. Двигатель слабоват, вязнет. Ну, правда, 2 диска надо ему сразу резать. Может быть. Ну, это только по газобетону. А что говорить про железобетон? Ну, или не железо, а просто бетон. В панельных домах, если, допустим, надо будет нарезать. Издевательство – это плавный пуск. В остальном считаю, что я считаю? Кровом профессионал ST 135, 25, 125. В остальном считаю покупку оправданной. Ну, а если бы исключить эти моменты, было бы вообще хорошо. Сетевой шнур я заменю, это не проблема, а вот плавный пуск, с этим я не знаю, могу ли я удалить это реле отсюда, насколько это будет изменение электрической схемы двигателя, насколько повлияет на его работоспособность и на его долговечность и мощность. Если бы здесь были не 1,5 киловатта, а 2 киловатта, пускай китайские 2 киловатта мощности, то, возможно, было бы чуть-чуть получше. Потому что и при быстром движении в газоблоке он вязнет. А если снять адаптер, то, конечно, вот эта ручка будет явно мешать. Она, получается, вот эта часть в корпусе и идет на адаптер. Если снять адаптер, то как болгарку ее использовать будет проблематично из-за этой ручки. Нужен ли штроборез электрический? Да. На рынке, когда я выбирал эти штроборезы, там был, по-моему, еще чей-то. Но в наличии, ну, как бы вообще вот рынок штробореза в Беларуси на тот момент, 3 года назад, был крайне скуден. В остальном, считаю, что штроборез нужен. Скорость работы вы видели, то есть менее 2 часов я прошел больше 100 метров штробы. Останется сейчас быстренько повыламывать, и все, и никаких проблем. Шкрябать ручным можно, все можно, безусловно, но это надо отдать много времени и сил. Все, по штроборезу, все.